Из тех злодеев, которые когда-либо вставали на пути Винкс, ведьмы Трикс самые частые гости сезонов мультсериала. Конечно, было прикольно наблюдать за боями двух команд девчонок по две стороны сил, но когда они начали возвращаться снова и снова, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой раз, ты уже сидишь и смотришь на это с лицом лица типа «Shit, here we go again». В этом видео я предлагаю вам вместе разобраться с тем, как девчули Трикс докатились с вот этого до вот этого. И особенно это будет актуально обсудить на фоне новостей, что, возможно, в скором будущем мы увидим спин-офф с историей Трикс, о котором я так мечтала. Ну а вы не забудьте лайкнуть это видео авансом и написать в комментариях, кто ваша самая любимая ведьма Трикс. Всем привет, меня зовут Оля, ну а ты можешь подписаться на канал и включить все уведомления, ведь ты на канале Уна Пата, что означает Добро пожаловать на мой канал! Ну что ж, Трикс появились в мультсериале в самой первой серии первого сезона, и изначально от них веяло каким-то вайбом таинственности. Не было понятно, что это за страшные глаза и почему они орут на Кнута из темноты. И вот однажды мы узнали, кто это. Это были Айси, ведьма льда, холодная и расчетливая, Дарси, ведьма иллюзий, таинственная и невероятно коварная, Сторми, ведьма непогоды, эмоциональная и абсолютно безумная. И каково же было удивление, когда мы узнали, что эти ведьмы не просто какие-то злыдни, а обычные школьницы, которые учатся в точно такой же школе, как Алфея, только называется она Облачная башня, и создана она специально для ведьм. И в отличие от тех же Винкс, у Трикс уже была давным-давно сформированная команда. Мне кажется, по ощущениям, они как будто бы 1000 лет друг друга знают. И кроме того, у них были и свои приспешники, например, Кнут и Пеппа. Но что забавно, цыпленок Пеппы, которого вывели из повествования после первого сезона, все-таки появился в комплекте к кукле Айси от Mattel. Я тут, кстати, нашла что-то вроде фотографии прототипки этой куклы на сайте Mattel, и, видимо, в комплекте с Айси должно было идти еще и яйцо, из которого вылупился ПП. А сам цыпленок изначально был голубого цвета, видимо, прям под цвет своей хозяйки. Яйцо в результате добавили в комплект, но, видимо, не для всех стран, потому что я нахожу очень разные комплектации этой куклы в интернете. Да и Кнута как-то тоже забыли после третьего сезона, и вернулся он только в 8-м. Кроме этих ребят, девочки, конечно же, еще призывали и других ужасных монстров, но самое стрёмное, что они создали, это, конечно же, армия тьмы. Бесконечная и какая-то просто неубиваемая, до сих пор приходит ко мне в кошмарах. И хоть этот образ школьниц немножечко успокаивал и наводил на мысль, что, возможно, это просто какие-то проказницы, было ясно, что они преследуют какую-то серьезную цель. Сначала гонялись за скипетром Стеллы, затем пытались любым образом украсть пламя огня дракона у Блум, и сражались они самым нечестным образом. И кроме хитрости, их отличительной чертой было коварство. Они могли напасть на своего врага ночью, например, однажды они наслали гоблина в комнату Винкс, который сжирал их энергию, пока они спали. Они напали на Блум, когда та была максимально не готова к этому, и сделали это самым ужасным образом. Они взяли в заложники ее родителей, которые вообще даже не обладали волшебными силами и не могли противостоять их силам. Даже когда их отчислили из Облачной башни, они не сдались, а наоборот даже стали злее и начали действовать еще жестче. На самом деле я до сих пор считаю, что это самое провальное решение Гриффин, которое вообще могло быть в этой ситуации. Забавно еще то, что чуть раньше Гриффин сама отправила Трикс в Алфею, чтобы те испортили праздник, куда ведьм не пригласили, а сейчас она такая типа: переобуваемся в воздухе, девочки, бай-бай, спасибо, больше не надо. Но, наверное, одним из самых впечатляющих обрядов остается использование вакуумов. Жаль, что, по сути, они появлялись только в первом и немножечко в 5-м сезоне, было очень завораживающее действие. И я думаю, что в их команде вот это чувство невероятной сплоченности дополнял еще и тот факт, что они друг друга всегда называли сестрами, но с родством там как-то очень все сложно, и, в общем, мы об этом поговорим ближе к концу видео. В результате стало известно, что Трикс являются прямыми потомками 3 древних ведьм, самых-самых злых, которые на самом деле являются как бы прародительницами для всех ведьм в волшебном измерении. И по сути все ведьмы, они прямые потомки, ну, видимо, Трикс, они такие вот прям супер особенные. Ну, получается, что эти 3 древние ведьмы являются как бы наставниками для Трикс, как бы везде за ними там ходят, и, наверное, у них там есть какая-то договоренность, что они друг другу помогают, чтобы в результате эти 3 древние ведьмы вернулись к жизни. Что-то типа того. В фандоме вообще ходит слух, якобы по первоначальной задумке они должны были быть еще более серьезными злодейками. Возможно, планировалось даже сделать их реально реинкарнацией тех самых древних ведьм. И вот, посмотрите на Трикс на этом скрине из пилотного выпуска предыдущего
предыдущей версии сериала, тут девчули выглядят прям очень канонично в образах самых настоящих ведьм. Ну и, конечно же, в конце первого сезона добро побеждает зло. Блум вместе со всей Элфеей побеждает Трикс, даже несмотря на то, что они забрали часть ее пламени дракона. И в результате ведьм забирают в храм Светлый Камень, своего рода исправительный лагерь с нотками буддизма. Я даже в какой-то момент верила, что Трикс исправится, что на протяжении второго сезона Винкс будут воевать с каким-то новым врагом, и нам постепенно будут показывать, как Трикс исправляются, но нет. Даркар, главный антагонист второго сезона, забирает Трикс под свое крыло, прям в прямом смысле, дарует им новые силы и отправляет на новые задания, и обещает, что поделится частью власти, если они вместе победят над добром. И с момента, как Трикс присоединились к новому большому злодею, стало ясно, что теперь это не просто какие-то маленькие, отчисленные за небольшую шалость ведьмочки, а серьезные злодейки, которые являются одними из самых опаснейших во всем волшебном измерении. Жестокие, бесчувственные, бесконечно алчные. И особенно это заметно на фоне Пикси, этих маленьких, миленьких существ, к которым они точно так же безжалостно относились в поисках Кодекса. Второй сезон на самом деле не так давно для меня стал одним из самых любимых. Раньше я как-то его не так сильно ценила, но согласитесь, что Трикс второго сезона стоят как-то больше на втором плане. На первом плане все-таки Дарка. В какой-то момент весь этот план злодеек еще и перебила Дарк Блум, темная Блум, и казалось, что она станет четвертой Трикс, но этого так и не случилось. Мега Трикс могла бы вытянуть Трикс на первый план, но их как-то так просто и быстро слили, что даже как-то смешно и грустно. Хоть у Трикс и были разные превращения, в отличие от Винкс, у девчонок не было такого большого разнообразия повседневного гардероба, но все же у них была одежда для обычной жизни и их базовые превращения. И кроме одежды менялся и макияж. Их культовые тени под глазами появляются только когда они в обличии ведьм. В обычной жизни у них такой типа легкий ньюд. И вот наступает прекрасный третий сезон. Все начиналось настолько радужно, что я даже забыла о существовании ведьм и о том, что они могут появиться в этом сезоне. Но тут нам показывают Омегу, планету, куда были командированы Трикс. Они пытаются заморозить мое сердце. Неужели они не знают, что оно такое холодное, что его уже ничем не заморозишь? И в третьем сезоне Трикс не оказались одни. К ним присоединился Валтер, или они к нему, или он к ним. Не очень понятно. И в целом весь сезон состоял из того, что Валтер на чиле ходил, собирал волшебную энергию с разных миров, ставил везде свои знаки и периодически флиртовал с Блум, ну а на Трикс оставалась вся грязная работа: сражаться, воевать, захватывать и, конечно же, безответно влюбляться в прекрасного мага, который на деле оказался не таким уж прекрасным. Но в результате, как мы знаем, Валтер потерпел неудачу, Трикс пришлось бежать, и попали они снова к рыцарям Светлого Камня. В общем, опять отправились на лечение. И дальше в мультсериале не появлялись целый сезон. 25-я серия третьего сезона оказалась последней, где их жизненный путь и передвижения были еще более-менее логичными, так как в следующий раз они появились только в конце первой полнометражки, еще и с 3 древними ведьмами, угрожая тем, что они стали еще сильнее. Было совершенно ясно, что они появятся во второй полнометражке, как главные антагонисты, ведь в 4-м сезоне о них почти и не вспоминали, и да, так и оказалось. Я люблю вторую полнометражку, но вот в этом плане она жутко наивная, вот все слишком было на поверхности, и, конечно же, в результате добро победило зло, и все в порядке, и в мире радуга, и все прекрасно. И вот честно, в этом фильме были некоторые моменты, когда Трикс просто безбожно тупили. То есть раньше тоже бывало такое, что они где-то промахивались, просчитывались, что-то делали такое нелогичное в каких-то ситуациях, но чтобы настолько... Третий фильм, уж извините, я не хотела бы вообще здесь обсуждать, я бы вообще хотела считать, что его не существует. Для меня это вообще как еще одна серия 5-го сезона. 5-й сезон вернул на экраны фей в каком-то обновленном амплуа. Влияние Никелодеона было более чем заметное, и изменились, конечно же, и ведьмы. Они каким-то волшебным образом оказались в тюрьме Андроса, и, о чудо, их соседом оказался новый злодей этого сезона. Какая неожиданность! В общем и целом, Трикс уже не казались такими великими и могущественными. Вот в целом ощущалось, что они уже не те самые Трикс, которые такие прям: идите сюда, Винкс, сейчас разорвем вас. Они просто были в этом сезоне, были такими помощницами Тритануса в поисках токсинов. И одна из них, а точнее Айси, стала даже прям полноценной любовницей этого Тритануса. И это был, по-моему, первый раз в этом мультсериале, когда нам прям четко, вот прям в нос дали этими отношениями. Даже с Валтером не было настолько все плоско. Трикс 6-го сезона почему-то вообще не вызывает у меня каких-либо эмоций.
И такое чувство, что Ник просто зацепился за вот эту вот постоянную вражду между Винкс и Трикс и просто пытались максимально качать эту тему, добавляя каких-то новых злодеев, как такое приятное дополнение. И все. Возможно, для новых, более молодых зрителей это кажется чем-то классным, ожидаемым, правильным. Но вот для таких, как я, старичков, которые видели первые 4 сезона, хочется, как раньше, переживать за каждую минуту сражений. И хотелось бы все-таки видеть, наверное, кого-то нового. Тем более, что очень сильно уж мне кажется, что задумка 6-го сезона была взята с ледового шоу «Винкс на льду». Если вы не знаете о нем, то вот здесь я рассказываю, перейдите на это видео, посмотрите, послушайте, а потом вернитесь сюда и поделитесь своими мыслями. Вот мне одной так кажется, или вам тоже кажется, что слишком как-то все это похоже. И вот 7-й сезон подарил нам совершенно новых злодеев. И казалось, что возвращение Трикс в принципе невозможно. Феям бы разобраться с Каушарой и Брофилиусом, а если еще и Трикс к ним присоединяться, то Винкс вообще можно заказывать сразу похороночку. Конечно же, наши девчули появились, и вы просто посмотрите, какие они красотки. Я не знаю, я, конечно, в целом не ждала их, не очень хотела, чтобы Трикс снова появились в новом сезоне Винкс. Но вот когда они появились прям под самый-самый конец, я такая... Да, еще и такие прям в тему одетые, такие все... В общем, вы поняли. Ну и вот к нам пришел 8-й сезон. Смена рисовки, смена сторителлинга, множество нововведений и миллион вопросов. Но самое главное — это возвращение Трикс и Валтера, блин. Ну ладно, не будем такими критичными. На самом деле, новая рисовка 8-го сезона Трикс в принципе идет. Они даже более-менее как-то гармонично в ней выглядят и не настолько сильно изменились, как те же Винкс. Но самое главное, самое ключевое для нашего ролика в этом сезоне, мне кажется, является вот это внезапное... прошлое Айси, с которым нас познакомили. Оказалось, что Айси — принцесса планеты Даймонд, которая была разрушена когда-то давным-давно ведьмой-шаманкой, и она же превратила ее сестру Сапфиру в белую лису. После всего случившегося Айси всем сердцем пожелала стать самой могущественной злодейкой и отомстить шаманке за то, что случилось с ее планетой и с ее семьей. Вы чувствуете это, да? Я же не одна это заметила, что как-то очень сильно похожи истории Блум, которая в результате стала феей и борется за силы добра, и Айси, которая в результате стала ведьмой и борется на стороне зла. И вследствие этого появляется столько вопросов, то есть Трикс никогда и не были родными сестрами, ведь у Айси, получается, есть своя семья. И Айси, возможно, изначально была доброй, просто она выбрала вот эту дорожку ведьмочки. В общем, этот плот-твист ничего не решает. Он не раскрывает лучшим образом героя и в то же время такую мешанину просто создает. Я до сих пор не знаю, как относиться к тому, что произошло, и к тому, что с нами внезапно решили поделиться подобными вещами в 8-м сезоне. Как вы думаете, ребят, что у вас на уме, и стоит ли это воспринимать в принципе за канон? Мы видим, как Трикс развивают свои силы. Они становятся мощнее, они получают новые превращения точно так же, как и Винкс, ведь феи не стоят на одном месте. У Трикс были и Глумикс, и Дисэнчантикс, и Темный Сиреникс, и чего только у них не было. И вообще мне кажется, что с течением времени они как бы сливаются со своей новой трансформацией, потому что с каждым сезоном они становятся все сильнее и сильнее, и Винкс приходится их догонять со своими новыми превращениями. И кроме своих обычных способностей, они также прибегают к каким-то неординарным способам бороться со своими врагами. Например, меняют свой образ для того, чтобы слиться с толпой и напасть на своих врагов из-под тишка. Жаль, что со временем они утратили свои способности невероятного перевоплощения, и как здесь можно было не узнать старых добрых Трикс, я до сих пор не понимаю. Кстати, помните то нереальное перевоплощение Сторми из 2-го сезона? Мне до сих пор кажется, что этот образ стал как бы вдохновением для образа феи-ведьмы Беатрикс, такого собирательного персонажа из сериала Винкс от Netflix. Одна за всех, так скажем. Я об этом подробнее рассказывала в разборе сериала, загляните после этого видео, там еще очень много интересных фактов об этом проекте. И в результате от образов шикарных, могущественных ведьм, которые не становятся ни перед чем на пути к своей цели, которые умеют проводить настоящие ведьминские обряды, которые обладают огромной силой и умением ею управлять, мы пришли к образам ведьм-новичков, которые даже нормально перевоплотиться не могут, которые не могут отстоять наконец свою родную планету, а теперь еще и готовы перейти на сторону добра. Да, вы не ослышались. В конце 8-го сезона Айси отдает последнюю звезду Блум со словами о том, что она не позволит Валтеру разрушить магическую вселенную. И кто знает, что будет дальше. С нетерпением ждем спин-оффа от Трикс. Надеюсь, это не фейк-ньюс, и Rainbow уже готовит этот проект к выходу. Но пока я вам предлагаю пройти в другие видео с моего канала, я вас уверяю, они не менее интересны,
интересные, чем это. А также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы мы с вами как можно скорее встретились и, в принципе, как можно чаще встречались. Желаю вам чудесного дня и до скорого!